Всем привет! Мы продолжаем ретро-рубрику канала, а также рубрику под названием «Исключения из правил», где вам показываю не только старые модели из моей коллекции, но и автомобили, которые не совсем типичны для моего направления. И уже неоднократно говорил, преимущественно я собираю автомобили в 43-м масштабе, но встречаются и менее крупные автомобильчики, и также очень большие модели. И в основном такие автомобили я собираю, когда мне очень нравится прототип в плане дизайна, возможно, у автомобиля интересные технические решения, и также такие модели у меня всегда дублируются в 43-м масштабе. И данный Dodge Viper не является исключением. И не так давно я вам показывал аналогичный Roadster, только в классическом красном цвете, но решил в коллекцию купить также темно-зеленый вариант, потому что Viper это гадюка, а змея должна быть в темно-зеленом цвете. И такой Dodge Viper выпускался только один год, это 98-й, а красный вариант у Burago производился с 93-го по 2000-е года. Также помимо Родстера у Burago предлагался закрытый вариант GTS Coupe, и такая модель тоже есть в моей коллекции, и обе модели я приготовил для сравнительного видеообзора. И помимо зеленого и красного Родстера у Burago также предлагался автомобиль в черном цвете. Он выпускался 2 года, в 94-м и в 95-м, и в 99-м появился черный автомобиль с белыми полосками на капоте и крышке багажника. Ну, конечно, впоследствии тоже эти модели перевыпускались, но тогда уже Burago сменил владельца, и продукция стала выпускаться не в Италии, а в Китае. И, на мой взгляд, именно тогда модели утратили прежний шарм. А вот именно итальянские изделия ценятся и по сегодняшний день, и, например, эти модели в продаже встречаются по различной цене. Если у модели будет оригинальная коробочка, она будет в хорошем состоянии, то ее цена будет в 2,5 раза дороже, чем у новодельного китайского изделия. Давайте посмотрим на этот автомобильчик поближе, и в комментариях вы можете написать, какие модели от Burago есть в ваших коллекциях. Помимо этого Dodge Viper в 18-м масштабе у меня есть от Burago такой же автомобиль в 43-м масштабе и более детализированная версия в коробочке Mini Champs. И на обе модели я давно делал детальные видеообзоры. И этот вариант я уже привел в чувство, немножко прошелся полиролью, чтобы вернуть лакокрасочному покрытию прежний лоск, и отмыл лобовое стекло. Эта модель долгое время стояла на открытой полке под палящим солнцем, из-за этого помутнело лакокрасочное покрытие, и стеклышко было желтоватым оттенком. И точно такую же операцию нужно произвести на оставшихся моделях от Burago, и тогда их можно смело убрать в коробочку, чтобы они больше не пылились. И, возможно, по современным меркам эти модели выглядят довольно просто, но, тем не менее, у них хороший функционал, металлический корпус, поворотные передние колеса, и если посмотреть на современные модели в 18-м масштабе, то преимущественно это будут глухие болванки из полимера, у которых практически нету проработки на днище. А это классическая металлическая модель в прямом понимании этого слова. И можно заглянуть под капот. Здесь прекрасно проработан двигатель, присутствует радиатор охлаждения, также хорошо сделана подвеска, виднеются амортизаторы, пружины, и еще раз повторюсь, поворачиваются передние колеса, и когда вы их поворачиваете, вращается рулевое колесо. Также у этого автомобиля довольно хорошо сделаны стеклоочистители, несмотря на то, что они отлиты вместе с рамкой лобового стекла. И у этого варианта салон сделан не в сером цвете, а в бежевом. И он очень хорошо сочетается с темно-зеленым цветом кузова. Хорошо сделана панель приборов, наклеены разные декали, спидометр, тахометр, также вентиляционные отверстия, кнопочки регулировки радио, присутствует рукоятка переключения коробки передач и ручка стояночного тормоза. И на сиденьях установлены ремни безопасности.
безопасности. Тоже очень хорошо выглядят, и на них присутствуют надписи производителя Simpson. И если вы посмотрите, у этой модели в багажнике ничего нет, но виднеется небольшой лючок для инструментов. Также присутствует третий стоп-сигнал, но почему-то его обозначили оранжевой, а не красной краской. И если посмотреть на задние фонари, то они вполне хорошо сделаны. Это прозрачный пластик, покрытый красным лаком, но почему-то огни заднего хода и поворотники тоже сделали красным цветом. И, конечно, можно сделать небольшую доработку. Возможно, я впоследствии вырежу из пластика похожий элемент и его уже покрою оранжевым лаком. Также здесь присутствуют таблички с надписью автомобиля Viper RT10, есть маскот, и у этой масштабной копии прекрасно проработана ходовая часть. И подвеска немножко подпружинивает, правда, она не совсем функциональна, но тем не менее отлично проработаны все узлы, присутствует и редуктор, коробка передач, двигатель. Также здесь в хроме сделали масляный поддон, и хорошо смотрится выхлопная система. И трубы здесь выходят в пороге под водительской и пассажирской дверью. И также зеркальца здесь сымитированы из самоклеющейся фольги. Вот такой замечательный автомобиль. Еще раз повторюсь, очень красивый дизайн, и мне нравятся американские спортивные автомобили, поэтому помимо 43-го масштаба, такой Viper у меня продублирован и в 18-м. И давайте покажу вам точно такую же модель в классическом красном цвете. И, кстати, самый первый Viper, который я вообще увидел в своей жизни, был именно красного цвета, ну и поэтому я и приобрел первую модель тоже в красном цвете. И как раз вы можете посмотреть, одна модель у меня уже отмыта и также немножко отполирована, а второй Viper у меня пока что не обработан. И эту модель я тоже со временем отмою и, еще раз повторюсь, пройдусь полиролью. И тоже можно посмотреть, как здесь сделано подкапотное пространство. Точно такой же двигатель, точно такие же навесные детали. Правда, отличается по цвету пластик, и пластик на этих моделях окрашен в массе, но тем не менее смотрится очень симпатично. И с этой моделью придется повозиться побольше, потому что пластик серого цвета тоже пожелтел, и на бежевом желтизна не так бросается в глаза, как на сером цвете, и нужно будет как-то очистить этот момент. Со стеклами нет проблем, я обычно их полирую сначала мелкой наждачкой, потом прохожусь различной полиролью и впоследствии покрываю элемент воском, и тогда возвращается лоск. Тоже при повороте колесиков вращается рулевое колесо, точно такие же колесные диски. Диски хорошо проработаны, просматриваются тормозные суппорта и тормозные диски. И у этой модели покрышки с маркировкой Michelin. И точно такое же напольное покрытие в багажнике. И давайте посмотрим на закрытый вариант. Тоже очень красивый, в синем цвете. И если сравнивать автомобиль Roadster с вариантом купе, то купе мне нравится визуально больше. Здесь более симпатичный бампер, он немножко выдается вперед. Также нос получается больше покатый. Также на капоте здесь добавили вентиляционные отверстия. Двигатель точно такой же, без каких-либо изменений. Внутри все точно так же, только по дизайну отличается рулевое колесо, и это хорошо изобразили на масштабной копии. И ремешки здесь красного цвета. И в багажнике установили запасное колесо. И колесные диски по дизайну тоже отличаются. Покрышки на моделях абсолютно идентичны. И вот так, если поставить две модели, вы видите, в чем разница. Также у закрытого варианта немножко по-другому сделана выхлопная система. Трубы выходят под бампер.
И уже говорил, когда делал детальный видеообзор на эту масштабную копию, здесь есть небольшая недоработка именно на модели, то, что отсутствует часть выхлопной трубы. Потому что, скорее всего, здесь изначально выхлопная труба взята от варианта Roadster, но у него трубы выходят под двери. Видимо, решили не заморачиваться. И из-за того, что перфорация на днище, это сильно бросается в глаза. Точно такой же двигатель снизу. Правда, на варианте купе мне не очень нравится то, что некрасиво сделано напольное покрытие изнутри и просматривается запасное колесо. На настоящем автомобиле, я думаю, здесь идет какой-то лист металла. Но, тем не менее, это тоже вполне хорошая модель, которая станет украшением любой коллекции. Вот такое небольшое трио, которое я хотел вам показать в рамках сегодняшнего видеообзора. И, на мой взгляд, эти модели отлично сочетаются, стоя рядом на одной полке. И пишите ваши комментарии, понравились ли вам данные автомобили, какая машина, на ваш взгляд, наиболее симпатична. Если вам понравился данный видеоролик, то не забывайте поддержать его лайком. Также вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке, жмите на колокольчик и подписывайтесь на мой второй канал, там тоже выкладываются разнообразные видеоролики на модели из моей коллекции. А на сегодня это все, до новых встреч, пока!